Приветствую всех, дамы и господа, рыбаки не очень. В этом видео я вам покажу маленький кусочек нашего морского побережья. Мы с вами пройдем примерно километра 2,5 по берегу Охотского моря и попробуем что-нибудь поснимать. Надеюсь, это видео будет интересно в первую очередь тем, чья жизнь с морем никак не связана. Вот, и начнем мы нашу прогулку с этого озера, которое, по сути, является таким небольшим морским заливчиком, который соединен с морем узкой протокой. Вот, рыбачить я сегодня не планирую, по крайней мере, не рассчитываю, но на всякий случай спиннинг я с собой возьму. Присоединяйтесь к просмотру. Это морской шиповник. Он уже начинает отцветать, хотя некоторые, вот смотрю, только начинают распускаться. Плоды у него достаточно крупные вырастают. Очень неплохое получается с него варенье. Но сейчас пока еще он не созрел. Как видите, залив достаточно маленький, но у нас чаще используется слово озеро. Озеро лагунного типа. То есть ширину оно примерно пару километров, там в длину, по-моему, километра 4. И в этом месте оно соединяется вот такой достаточно узкой протокой с морем. И надо сказать, иногда в сильные шторма эту протоку замывает песком, и тогда человек приходит на помощь озеру, пригоняет сюда технику и прокапывает заново протоку, чтобы озеро дышало. Это озеро очень популярно у местных рыбаков как в летний сезон, так и в зимний. И на моем канале вы можете увидеть видео о рыбалках именно с этого водоема. Но, как я сказал, я не рассчитываю сегодня на рыбалку, не планирую ей серьезно заниматься, поэтому мы не будем здесь задерживаться. Мы потихоньку пойдем по побережью. Сейчас амплитуда приливов и отливов достаточно маленькая. Вот, а когда она большая, во время отлива протока похожа на горную реку. С такой силой вода устремляется в море. А когда наступает прилив, вся эта вода двигается в обратное. Но сейчас течение достаточно умеренное. Как я сказал, амплитуда небольшая. Вот, по мере увеличения течение будет усиливаться. Сегодня ветер отжимной. Это означает, что ветер с берега, и волна не очень большая. И, надеюсь, она нам не помешает нашей прогулке. Сейчас мы пойдем туда, а находимся мы в так называемом устье. Тут протока соединяется уже непосредственно с морем. Этот мыс постоянно разрушается льдами, водой во время штормов, приливов, отливов. Он постепенно разрушается. И вот получаются такие красивые выходы вот этой вот скальной породы. Сейчас отлив, но скоро начнется прилив. И это все окажется под водой. И, возможно, мы не сможем здесь вернуться. Возможно, и придется возвращаться поверху. Посмотрим.
Тут очень много мертвых крабиков, моллюсков. Тут мелководье, их излюбленное место. Они здесь живут, но вот штормами их выбрасывает на эти камни. И, собственно, здесь они и гибнут. Видно, что эта порода, она такая не монолитная, а достаточно рыхлая. Помимо вот камня присутствует, смотрю, и глина, которую волнами вымывает. Также этот мыс подмывает, он, я смотрю, блестит так называемыми грунтовыми водами. Тут снова грунтовые воды, все аж капает и сочится. И мне кажется, если ее каким-то образом набрать, ее можно без опаски пить. Нам предстоит прогуляться вон до следующего мыса, а может быть даже немножко дальше. Тут очень мелко, много камней, много всяких водорослей и просто безумное количество всякой мелкой рыбешки. Тут настоящий рай для любителей так называемого рокфишинга. А вот под самым берегом вода чистая,
И ходить в сапогах по воде и разглядывать — одно удовольствие. Это вот столько набросало водорослей во время шторма. К сожалению, буквально все побережье усыпано бытовым мусором. Мне кажется, невозможно найти кусочка побережья без мусора. Помимо бытового мусора, тут много остается мусора от промышленного рыболовства. Вот остатки канатов, сетей. Это, если я не ошибаюсь, так называемая ловушка на краба. Видимо, ее штормом разбило, сорвало со дна и выбросило на берег. И здесь она будет валяться десятилетиями. Вот такая вот у нас проблема. Вот насколько соседствует красота вот с таким вот уродством. Недалеко от берега в море видны черные точки. Надеюсь, вы это видите, хотя такая камера плохо снимает на расстоянии. Это не что иное, как головы нерпы. Этот морской зверь, морское животное здесь живет, здесь отъедается рыбой. У нас сейчас начинается охота лососевых. Вот здесь нерпа лосося и поджидает. И весь вот этот заливчик, он весь в черных точках. Весь усыпан нерпами. Она то заныривает, то выныривает. Вот голова то появляется, то исчезает. К сожалению, здесь очень мелко и очень много водорослей. И здесь не получится порыбачить. Я поэтому и сказал в начале видео, что не рассчитываю на рыбалку. И спиннинг взял с собой исключительно, на всякий случай. Все-таки цель это прогулка по побережью. Тут камни, и здесь нерпа уже лежит на камнях, отдыхает. Но, к сожалению, близко я не смогу снять. Видимо, на этом бревнышке скучали рыбаки, у которых ничего не клюет. Они даже разговаривают между собой, я слышу их крики. Их там, я думаю, около десятка. Это самая близкая точка. А ближе я уже не смогу показать. Да, их тут много. Жирненькие такие, упитанные. И рядом с камнями их полно.
То есть они кушают, потом сюда приплывают отдыхать. Интересное место. Между сопок вытекает очень-очень малюсенький, маленький ручеек. Тут нет пока скальника, вернее, он есть, но он еще не обнажился. Здесь такой обычный грунт, глинистый, он постепенно разрушается грунтовыми водами, приливами, штормами. И, может быть, через десятилетия, может быть, здесь будет такая же скала, как и на мысе, откуда мы начали нашу прогулку. Вот там я смотрю, уже и деревья падают на берег. Вот прям с сопки мы туда подойдем, я еще там поснимаю. Мы проделали немаленький путь. Начинали мы вот за тем мысом, прошли заливчик и вышли на второй мыс. Здесь я никогда не был. Наконец-то я сюда выбрался. Это цель нашей прогулки. Но мы, видимо, еще немножко дальше сходим. Здесь также, как и напротив того мыса, отмель. Здесь очень мелко, много камней, много водорослей. Вон опять же нерпы на мелководье отдыхают. Но здесь нет выхода скальных пород. Видимо, еще рано. Может быть, через 1000 лет они здесь появятся, когда весь этот грунт смоет. Пока здесь так. Повторюсь, здесь я никогда не был, хотя вот уже несколько лет собираюсь сюда выбраться. По-моему, очередной ручеек вот между сопочек. Давайте посмотрим. Да, я вижу, вон водичка уже там журчит. Очень-очень маленький ручеек. Так, осторожно. Вот они, выходы скальных пород. Но здесь цвет уже другой. Такой гранитный. Там мы видели, все-таки была другая порода. Да, между сопок бьет маленький-маленький ручеек.
Вот видите, там, где волны нет, там вода чистая, прозрачная. Вон видны ракушки. Но, к сожалению, в коротких сапогах дальше я не смогу пройти. А было бы интересно поснимать морское дно, морские водоросли. Я уверен, что подальше мы вполне можем встретить и моллюсков, и рыбу, и крабиков. Но, может быть, в другой раз. Сюда нужно идти в костюме в забродном. Все, дальше я не пройду. Прекрасно, просто прекрасно. Просто обалденная красота. Просто обалденная красота. Я погнался тут за какой-то рыбой странного вида. Но я еще ее снял на вторую камеру, надеюсь, под водой. Надеюсь, у меня получилось. И она убежала вот в эти водоросли. Ну, ладно, я не буду ее тут искать. А, вон она, вон она. Вон она с краешка, вон полосатенькая. Так, ну-ка. И как я уже сказал ранее, вот в таких местах просто безумное количество всякой мелкой рыбешки, мелких моллюсков, мелких крабов. Они все прячутся в траве, я больше чем уверен, если здесь сейчас покопаться, что-нибудь да найдешь. Так, здесь уже глубоко. Красивые камни, красивые водоросли. Обалденная красота.
Мы по берегу моря дошли практически до поселка, коих по побережью разбросано, ну, достаточно много. Вот видны уже первые строения, но до самого поселка мы не пойдем. Это конечная цель нашей прогулки. В этом месте наша прогулка заканчивается. Мне сейчас предстоит возвращаться обратно. Я побывал, где хотел побывать. Ну и показал вам, что хотел показать. Мой канал хоть и про рыбалку, но, надеюсь, видео подобного формата тоже найдут своего зрителя. Всем удачи. Увидимся.